А вот Да, ты рассказывала, что тебя, мама оставляла, да? да. А Мгм. скажи, пожалуйста, а вот представь себе, ну, ты не можешь, там влиять на, свою маму, приказывать, чтобы она что-то там сделала, не оставляла тебя, не Мгм. проявляла к тебе, заботы. А как ты Мгм. можешь эту ситуацию изменить с своей стороны? То есть экологично. Мгм. Ну, во-первых, не бросаться в панику. Для меня это было как бы паника, мне надо было вырываться оттуда, посмотреть, что она хотела защитить меня, может быть, этим действием, конечно. И в комнате нету ничего страшного. Я просто не знаю, где этот момент, где я так испугалась, что я не могла быть одна. Я, в общем, спать не могла до 12 лет одна. Мгм. Спала с мамой вместе. А скажи, пожалуйста, если мамы нет рядом, то кто есть рядом всегда с тобой? Я сама, только я. Ну вот. Что бы ты хотела сейчас своей этой маленькой девочке передать? Чтоб не боялась, что я возле нее. Сама у Любовь, себя. заботу, да? Мгм. Да. Ну вот, когда мы будем делать расследование, пожалуйста, Мгм. помни о том, что наша божественная сущность, она всегда с нами, да? Мгм. То есть и смысл сеанса регрессивной телепатической э, э, терапии– это войти в этот момент Мгм. и изменить эту ситуацию. Потому что мы работаем с одним фактом, но на 5 разных уровнях. То есть мы Мгм. многомерная сущность. И то, что нам доступно из многих мерностей, это 5 мерностей, да, то есть наше сознание, наше тело, наше сознание, наша душа и время. То есть время застыло в теле, в подсознании, буквально, да. То есть мы Мгм. осознаем на уровне сознания, что это было давно, но все на всех остальных уровнях и в мерностях, оно застыло буквально и как будто бы прописалось и работает прямо сейчас. Ты уже большая, тебе не страшно, ты понимаешь, что если включишь свет, останется все же на своих местах. Но маленькая девочка этого не понимала. И именно фокус регрессивной терапии в том, что, ну, телепатической регрессивной терапии я не ставлю в один ряд эти регрессивные эзотерические практики, Мгм. которые работают какими-то своими выдуманными методами, а регрессивная телепатическая практика, регрессия естественная, она как раз так и работает, чтобы зайти в этот момент, осознать, что ты тогда почувствовала. Мамы не было, значит, проявить к себе любовь, показать, что ты рядом всегда с собой, потому что у нас есть эта опора, одна единственная, которая всегда с нами. Это мы сами. Именно это происходит на сеансах регрессивной терапии. Мы проявляем любовь, заботу, понимание сами к себе. Я помогаю только проникнуть за занавес телесных ощущений, времени и посмотреть, что же происходило на самом деле тогда. Ну что, еще будут вопросы какие-то? Аня, связываешь ли ты вот эти все неурядицы, которые произошли с тобой, с вот этими картами, там, гаданиями? Вообще-то нет. Ну, а почему бы и нет? Но Ну, они если такие ты идешь сильные. вся чистенькая в белом платье, в белых туфельках, Мгм. и тут лужа, и ты себе думаешь, а дай-ка я пройдусь по этой луже. Потом выходишь и смотришь, о, все платье мокрое и грязное, и туфли намокли. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Хм. В секторе магии такие как карты. Слышу тик-ток.
какая-то Мгм. ну, сеть это социальная. Ам, из сектора магии, ну, опять я посмотрела, опять я слышу "ТикТок". И М. вижу, как карты такие. Мгм. Аня, Да. по-моему, говорила, что она в "Инстаграме" Не, в заказывала. "ТикТоке". В Да? "ТикТоке". Ну да, там, Вот. скорее всего, какие-то. Оно М. звучит "ТикТок". И вижу, что открыт портал, и портал открыт, вот так идет такой шлейф в сектор, магии. Ой, из сектора магии в сектор интерферентов. И в секторе интерферентов открыт портал, считывается дух безбрежности, то есть вот этот дух программы, жертвы. И он с Мгм. этого портала выходит и буквально ходит, по комнате ходит. А, Аня такая большая, а он тоже пытается вырасти большой, и считывается, что питается детскими страхами. И вижу, как в секторе интерферентов находится ситуация, где Анечка вот так маленькая сидит и вся дрожит от страха. И в этой же, там как бы ситуация в ситуации, и там же такая маленькая девочка, ее на руках кто-то носит, как в Мгм. ползуночках. На руках кто-то носит, как маленького ребенка. Мгм. Бабушка звучит. Мгм. Так, понятно. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций, поднимись Да? повыше. Мгм. Найди в эфирном пространстве на счет 3 эфирное тело Ани. Анна. Один, два, три. Ну, вот она стоит, я ее увидела. У нее над головой такая чужая корона черная, которая не помещается ей на голову. Она огромная, вот так, буквально ей глаза закрывает. Она, знаешь, как радуга, вот такая дуга идет с такими черными Мгм. иглами и стоит на двух столпах. Один столб в секторе магии, другой в секторе интерферентов. Столпы М. такие, как греческие. Колонны Считывается колонны, да. Ну, с такими м, вот, а, рифленые. да. Сейчас загогулю. И Да, сейчас, одну секундочку, вернусь обратно. вернись. Считываются Мгм. врата ада, демонстрация силы Люцифера. И это все исходит из сектора магии. Мгм. Какая-то гадалка Инна звучит. Мгм. Инна, Агнеса. М, И они шушукаются, и там еще какая-то Наташа. М. Ам, вот. Целый конклав. Мгм. Мгм. Хорошо, Виктория. Изо А, рта у нее такой идет, как шлейф, сектор интерферентов, и там звучит «Я недостойна». Быть психологом. м, блок, да? Да. Хорошо, разберемся. Виктория, считай ее эфирной ДНК, а не ли это? Как интересно. Я ее считываю и поворачиваю, и ищу, как металлоискателем ищут Мгм. вот эти. а, И я ее ищу, и я нахожу, повернула ее и вижу, где правое колено сзади, где лодыжка, да, там Под такой колено. черный Мгм. имплант находится, он крепится в колене. Мгм. М, Считывается оружие против регрессолога, оружие против телепата. Мгм. Интересно, Да. каким образом это оружие работает. Подожди, сейчас я спрошу у нее М. разрешение.
Хорошо, Виктория. Это Щи заморозило эту Мгм. ситуацию. Считай эфирное ДНК, убедиться, она ли это. Да, это Аня, я вижу ее лицо, Хорошо. Теперь вижу ее фамилию. Мгм. Спроси у Ани, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. А она держит во рту вот эту штуку, что я говорила. Такую «м-м». Я ее спрашиваю, почему она не разрешает или разрешает. Я ей говорю, что это всего лишь чужеродная программа. Она может отложить и отдать эту энергию тому, откуда это пришло. И такой ветер задул. И она взлетает, как ангел, вверх. а, И крылья, знаешь, как курица летает? Она так и Маленький. считывается. Курица, как курица летает, она ж не может далеко лететь. Ну, Мгм. ну, Пикируется. летает же. Да, летает. Да. И вот она подлетела чуть-чуть вверх, вот так, и быстро-быстро так говорит, разрешаю, разрешаю, разрешаю. Мгм. Хорошо, понятно. Тогда давай посмотрим, Виктория, вот эта программа, что ты заморозила Мгм. под коленом. Мгм. Да, я вижу, как она идет под ключиком в сектор интерферентов и в сектор магии. В секторе магии какая-то Наташа, ТикТок. э, вот. Это Мгм. Альбина, Наташа. Ну, их там много. Мгм. И вот это Наташа какая-то. И Так. считывается, что установила имплант, оружие против телепатии, против Мгм. телепатического чтения. М. Так, приказывает и Наташа отвечать, что это она делает в пространстве Анны. Ну, она выглядит, у нее такие волосы, как у горгоны, такие черные, Мгм. как корона такая. О, прорастает такая же корона уже и у Ани. Мгм. Считывается фантазийный сегмент регрессии. А Аня не заказывала у кого-то другого регрессивный сеанс? Аж как кивнуть. Да, нет. Нет. Что-то. Тогда я спрошу ее, что это означает. Мгм. Она Спроси. говорит, я кинула ей на карты. И поднимает так руку и говорит, я ее обманула. И что-то передвигает вот так вверху. И Мгм. я вижу, что это связано с ее никнейм. М. В чем обман? Обман кроется в том, что она имеет, я слышу, регрессивную демоническую связь напрямую с этим духом безбрежия. Мгм. Считывается, что она организовала группу единомышленников. И вот эта Альбина к ней прибежала, вот так как под крылышко. Мгм. И зачем они это делают с Анной? Зачем им это нужно? Приказывает Ну, это отвечать. не только с Анной, они это так... Да. вот это слово прозвучало, что ты сказала, анклав. Мгм. Вот, и считывается регрессивная терапия. И я вижу, что это Наташа. Сейчас я смотрю, как она с регрессией связана. Мгм. Давай посмотрим. Это считывается регресс, это как по-испански назад. То есть это не в смысле Возврат. возврат, то есть это возвратиться назад, и она показывает, что это на самом деле регрессивная связь, то есть это черная регрессия, темная эзотерическая регрессия, которая, когда вот это Наташа, и Наташа просто звучит в
в пространстве Ани, я опять М, сканирую, и оно опять пищит опасность. Она, вот, если коротко, то когда Аня обратилась за помощью к этой гадалке, то эта гадалка была очень демоническая, потому что есть аферисты, которые врут просто. А есть просто демонические, которые связаны с демоническими узами, и они имеют доступ к подсознательным программам и как примагничиваются к детским травмам, там, где формировалось наше будущее, так и звучит. Я вот вижу эту женщину, которая носит на руках маленькую Анечку в этих ползунках, и она так за попу держит, это такая черная женщина с такими огромными рогами. И я вижу, это, что такие же энергии у этой женщины, то есть это какое-то родовое проклятие, потому что считывается Альвина, такой идет связь в сектор магии. И там такой мгм, прозрачный колышек. И в секторе магии находится энергия бабочки, то есть родовая программа, которая раздваивается. С одной стороны она прозрачная, с другой черная и закрывает будущее. Считывается, что заперла Анечку. То м, есть это сработала мама в нужный момент, заперла Анечку, чтобы спровоцировать вот этот блок будущих побед, достижения целей, формирование будущего. И я вижу у Ани в этот момент, когда эта женщина держала ее вот так рукой между ножками, да, ну как детей держит, мгм. спинкой к себе, а ножками вот сюда, то у Анечки тогда сформировался, я слышу, блок безбрежия. Она потеряла часть себя. Мгм. Спроси у Ани, что она в этот момент почувствовала. Она говорит: "Я одна". Мгм, Я говорю ей, чтобы она чувствует, как будто она идет по полю, и ветер такой. мгм, И в ее пространстве появляется такое, как окно, как стекло перед ней. Считывается м, блок ожидания. Я ее спрашиваю, что она ожидает. мгм. Она маленькая говорит, чтобы мама ее взяла на ручки. Ответственность, перенести ответственность на, ну, она же маленькая. Мгм. И вот этот блок, вот это самосаботаж, да, прокрастинация, это как раз связано с тем, что Анечка заказывала сеансы у этих гадалок. То есть вот эта тяга. Да, 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 да. Это этот блок, этот контракт, он таким образом проявлялся. И потому что он прорывался наружу, чтобы ее сознательная часть, дала, этому развязку, чтобы она решила, что с этим делать. И вместо того, чтобы идти правильным путем, то есть читать жизнь свою, эти события, подсказки и делать правильный выбор, то она пошла на поводу опять же у этих программ и усилила этот, резонанс негативных программ. Мгм. Что произошло, когда появился этот блок? Что решила Анна? Она говорит: "Я буду всегда одна". Она, этот контракт, подписывает как будто бы. Вот так, такие черные эти энергии. Потом появляется этот блок под коленом. Она говорит: "Рожу троих детей, буду всегда одна". Мгм.
и смотрит сквозь это мутное стекло и говорит, идет слово ожидание. Ожидание показывает, что вот кто-то придет и все порешает. Ну, вот когда М, она там ждала маму, возвращение мамы, вот так же и там прописывается вот это ожидание принца на белом коне. Вот эта программа сработала. Вот она находится вот на уровне вот здесь скачет какой-то принц. То есть это из рода родовых программ, то есть не выстраивать свою жизнь по собственному плану, а ожидать, что кто-то придет и что-то все улучшится и порешает. мгм. Так, а кто вторая сторона контракта? Приказываю проявить согласно эфирным ДНК. Ну, здесь родовые программы, здесь появляется ее мама, ее бабушка, звучит имя Альвина, то есть это родовые программы. Мама Мгм, сыграла роль, ну, это Альвина, ее энергии как ледяные, то есть это замороженная ситуация, замороженная программа. А мама буквально имеет магическое черный цвет, то есть магия, насильничество. Вот. мгм. И Так, со стороны интерферентов да. такой дух появляется, он так и звучит, дух, дух безбрежия, дух жертвы обстоятельств. То есть это, М, другими словами, а вот этот имплант– это как центр управления, как офис, который там сидит и управляет буквально ее ногой правой, ам, руководит выбором, ее выбором. То есть ее выбор обращаться к этим гадалкам– это как раз работа этого подсознательного контракта, который вот там как офис сидит в теле, мгм, то есть на всех уровнях нашего естества и руководит выбором. мгм. Так, хорошо. А кто хозяин этого духа безбрежия? Так, пошел портал вниз. Этот дух безбрежия, он находится проникает в физическую реальность Мгм, через этот имплант в теле, то есть через а, подавленные эмоции считывается, непроработанные эмоции, и тянется вниз в сектор интерферентов, очень далеко вниз. мгм, Считывается царство какого-то кремния. Кремний, какое-то мгм, царство. Сейчас я считаю, что это означает. Какие-то вспышки. мгм, И вижу, там такая красная вспышка, считывается гнев Люцифера и сияющая энергия. Вот ее душа там находится. мгм, мгм. Так, хорошо, Виктория. Поднимайся выше к Ане. Да. Спросила, не видит ли она эту ситуацию, этот контракт и последствия. Она говорит, я вижу, и вот так руками, где сердце, она Мгм, говорит, что, говорит, потерянная душа, и показывает, что у нее вот где а, пробоина, вот этот третий глаз, у нее там имплант стоит, выглядит как будто бы вот драгоценный камень, да, вот мгм. просто как будто бы вдавили ей между бровей. Кристалл какой-то. Вот Мгм, этот кристалл, он искусственный, тянется ниточками в сектор интерферентов, в сектор духов, в сектор магии, считывается ясновидящие. И вот эти гадалки ясновидящие, типа они ясновидящие. Почему? Потому что они работают на уровне подсознательных негативных программ и
как бы проникают без согласия Мгм. Ани в ее пространство, доминируют. Вот. Хорошо. Так. Спроси Ани, хочет ли она поддержать себя в этот момент и отказаться от этого контракта. Она смотрит на эту женщину, которая ее держит черными руками с такими когтями. Мгм. И это когти, вот как у курицы, вот это у нее программа была, то есть невозможность взлететь, да? Это как раз передача, это как смешение энергий. Когда люди обращаются к гадалкам, то они смешивают свои энергии, они ну, как бы открывают свои доступы души, доступ к душе, к кодам души. Вот. Мгм. Потому что телепат, он имеет другую энергию, она нежно просто смотрит, ничего не делает. И связывает телепатическая энергия, она связывается с божественной энергией. Это дар от природы, от Творца. А это наоборот. Мгм. И Ну, сейчас я буквально вижу эту да. связь, когда я говорю, я сразу это вижу. Я вижу, как от моей души и идет такой, как связь с ее божественной потерянной душой. И у нее связь с потерянной душой, и от нее идет тоже связь к высшим я, к божественным к божественному источнику. Мгм. Так. Она говорит, я стану мамой для себя. Вот пришел ответ. И я ей передаю, и она вот это делает, отдает эту корону этой Наташе, этим тиктокершам. Я передаю ей, чтобы она полностью выходила с этих эгрегориальных структур, потому что ее решение здесь и сейчас отказаться от этой псевдопомощи, от этих, ну, Мгм. она звучит как регрессолог, Да, исправление будущего каким-то да, образом это регрессия. прошлого. Мгм. Вот. Да, значит, они влияли. Хорошо, они в секторе магии. Пусть забирают ихними руками, пусть Аня приказывает им всю ложь, пусть они забирают ихними руками. Все эти последствия пусть принимают на них же. И я вижу, как такой, как спрут огромный с энергетического поля Ани э, э, к этой Наташе. Мгм. Вот. Мгм. Наталья может отдать все ихние там расклады, все ихние действия, воздействия и расторгнуть контракт. Она им говорит, и я вам не верю, Мгм. говорит, у вас агрессия, и отдает эту лапу, которая держала этого младенца. А этот младенчик достает эту душу из сектора интерферентов, и она выглядит как ангел. И возвращается к себе, и цепи такие огромные из Ани просто упали с таким грохотом. И вот эта штука, которая там как имплант такой, она вернулась Мгм. к этим колдунам, к этим колдуньям, и как будто бы их посканировала, то есть карму никто не отменял. И все это отваливается и уходит в сектор интерферентов. Я очищаю и передаю Ане, чтобы она полностью выталкивала из своего энергетического пространства все чужеродные энергии, закрыла все порталы, исцелила всю ее божественную душу. Мгм. И она почему-то в сектор магии, там звучит Роза, громко так говорит: «Мама, я тебе не верю». Я передаю Ане, чтобы она передала маме все родовые негативные программы, пере- Мгм. отдала. Она и сказала, чтобы мама передала дальше
по своему роду туда, откуда это все пришло. И пусть она сейчас очистит свой род. И вдруг побежали дети. Эрик звучит. Он Эрик. Мгм. побежал, и у него такие черные крылья, и говорит: «Мама, ты назвала меня неправильно». Мгм. Как нужно было назвать? Он показывает на эти черные крылья и говорит: «Мой папа демон». И показывает эту черную энергию от этих крыльев, которая тянется вот куда-то как будто справа, там, где у женщины мужчина занимает место. И Эрик говорит: Наш папа руководитель демонов», показывает на эти черные энергии. Мгм. И я передаю а, Ане, вот М. она берет на руки Эрика, и я говорю, что она может его очистить. Он находится в ее личном пространстве, он ее маленький ребенок, и она может очистить его от этих программ, исцелить себя. И я вижу, как она снимает вот этот какой-то имплант из нижних чакр. У нее буквально это, м, ну, скажем, как трусы какие-то, да? Мгм. Подгузники. Нет, у нее. И она А, снимает из себя, и это подключка. Какой-то Александр. ну, это сын, то есть это отец этих детей. Он находится в секторе магии, и у Ани подключка. Вот это имплант от него, как трусы такие с таким шипом. Вот. Мгм. Александр, сейчас я спрошу. И он точно такой же имеет энергии, как эта тетка, которая держала ее на руках, когда мама оставила ее. М. Что он делает в пространстве? Аня, приказываем отвечать. Он говорит, что он бездельничает, показывает, что он лежит как будто бы на диване, и в телевизор тыкает этот пульт. Говорит, а, вот этот дух в нем говорит, что он демонстрирует ей его силу. Мгм. Говорит, что он, вот Александр звучит, говорит, что направляет его жену а, по, по этому пути и говорит, чтобы показать А, ничтожество. И я М. спросила, чье ничтожество? А он говорит, пусть она достанет себя. И я вижу, что вот там, где эта девочка маленькая была спрятана, там считывается как дивертикула, и вот такая, как такой считывается контракт о разделении души и перекручена. И она вот так, знаешь, как перекрученная, вот так вот она сидит. А я думаю, что это меня вот как чувствую Скрючен. энергии такие в животе. М. А, и оно так перекручено, и там ее энергия считывается зародыш. То есть сейчас я считаю, посмотрю, Мгм. что Что было. это за Я вижу, зародыш? что она находится в животе у мамы. Слышу, как это бурчит у мамы все там. Ну, переливаются жидкости, там все. Я ее слышу ушами ее и Мгм. ощущаю. Она маленькая, ей всего 2 месяца, и она слышит сквозь живот разговоры матери и еще кого-то. Мгм. Мама говорит, что она беременна. И вот так показывает свой живот. Мгм. Говорит уже 2 месяца. Так.
Она своей маме рассказывает, а мама говорит: "Ой, Дотя, Дотя", Мгм. и говорит: "Мы не можем это себе позволить. Нам нужен какой-то другой муж". Мгм. Сейчас я спрошу у мамы, что она чувствовала, зачем она обращалась. Она говорит: "Я хотела убить ее". Говорит: "Нам не Мгм. нужен ребенок". Так. Что в этот момент почувствовала Аня? Она говорит, что почувствовала себя брошенной, отбитой. Я спрашиваю, как это отбитой? Она говорит, отбитой от рода. И я вижу, как эти черные энергии вот так буквально как бы руками ее схватили и вот так перекрутили. То есть как бы связь с ее душой оборвалась тогда. Мгм. Я ей говорю, что связь с ее божественным источником никогда не обрывается. И я к ней обращаюсь, она такая вот, как, ну, вот такой, как этот Зародыш маленький. зародыш маленький, да. Мгм. Я ей обращаюсь к ней, что Аня ее очень сильно любит, и мы с Женей ее любим, и мама любит, и все ее любят, и она себя любит. Пусть она проснется с этого и посмотрит на эту дивертикулу. И я вижу, Мгм. как начинает вот так вспыхивать энергия, считывается энергия радости. Она так вот, вспышки такие. Я ей передаю, что она родилась, что ей ничто не угрожает. Мгм. А Аня нагнулась и говорит, вот так смотрит туда и говорит: "Я здесь". И берет на руку вот так вот сюда эту искорку и целует. И когда она ее поцеловала, то вот это блок, вот эта энергия изо рта просто оторвалась и с таким грохотом уходит. И рушится все, как будто, на этих цепях держался тот портал. И Аня берет и руками этот имплант, который был под правым коленом, отрывает полностью. И я вижу, что она как Мгм. будто бы по ступенькам вверх идет, по таким черным ступенькам. Вижу ее лицо четко, так, и она что-то говорит. Она Мгм. зовет своих детей и говорит: "Дети мои, идите за мной. Я покажу вам истинный свет, мир", говорит. И поднимается вверх. У нее в пространстве кружатся вот так почему-то дети Мгм. вокруг ее оси. Сейчас я Почему? считаю, почему. Мгм. Я вижу, что у детей эти импланты на спине, как черные крылья. Мгм. Передай Ане, что нам Считывается, что их отец вдовец. Почему вдовец? чему вдовец? Что это обозначает? Считывается, что он убил их мать. И снова я вижу, что он сыграл вот эту темную миссию в ее жизни. То есть она выбрала его не по своему духу, не по сердцу, не по своей миссии души, а по этим программам. И он встроился в эту матрицу темную и как бы передал своим же детям а, вот эти программы, капуцин считываются, то есть деградация. Мгм. И я передаю Ане, что она может остановить эту карусель, а это просто карусель. И вот я вижу, когда она орет на детей, даже дергает, как бы бьет, что, чтобы она вышла с этих эгрегориальных структур, удалила все это из
себя, и она может даже почистить свое ДНК и ДНК своих детей от присутствия этих деструктивных программ от Александра. Мгм. И в этот момент прозвучало: «Я психолог, я передаю Ане, чтобы она убрала все причины, которые препятствовали ее обретению этой важной профессии». Вот, и она снимает в Мгм. этот момент корону вот эту и отдает опять, это Наташа какая-то проявляется, отдает туда, и у нее ее свет какой-то начинает, ну тоже с головы, вот так над головой. Такие, А, как стеклянные лучи, сейчас я считаю, замороженная, считывается замороженная радость. И я, когда смотрю, то я вижу, что Аня мгм. идет, как будто бы с опаской в комнату заходит. И это связано с клаустрофобией, где М, много людей. И я вижу, что эта подключка тянется в сектор интерферентов, и это эгрегор, мгм. считывается духовной проституции. То есть и там такие энергии очень негативные, и как будто бы так тух-тух-тух-тух-тух, очень большая такая нагрузка, естественно, на психику. А, Такая тух-тух-тух, как поезд, много народу, много этого всего. А это все эти колдуньи, вот, и у них разные эти демоны, которых они ну, насоздавали. То есть вот эта эгрегориальная структура, демоническая, магическая, то есть она как бы вырвалась наружу, и потому что Аня обратилась к ним, и это все спровоцировало, то есть усилило ее детские М, страхи быть одной. Я передаю Ане, чтобы она посмотрела, что она не одна, что у нее, я слышу Андрей, Андрей у нее заблокирован. Андрей, ее брат, он заблокирован. мгм. А я спросила, почему? Она его удалила из родовой системы. Она говорит, я боюсь, я одна. То есть это потому, что у нее вот эта программа срабатывала, я одна. Я ей Мгм. передаю, чтобы она посмотрела на этот контракт, потому что Аня заказала сегодня, здесь и сейчас, отменить результаты этого контракта и отменить этот контракт. Я слышу на получение радости, то есть ее радость ушла, а вместо этого тревога, диссонанс с душой Мгм. и изоляция от общества, изоляция от семьи. Вот, потому что сумасшедшие люди, да, психически больные люди, это на самом деле люди непроработанные, которые заблокированы своими программами и потеряли связь со своей божественной душой. У нее прекрасная связь с ее божественной душой, Мгм. поэтому ей не угрожает никакое психическое заболевание, она абсолютно здорова. Я это подтверждаю, и я вижу, что у нее хороший контроль над ее жизнью. Просто она еще не решила жить счастливо. Она просто, я ей передаю, что она сейчас может решить. Я вижу, что-то она вытрушивает. А она говорит, что она вытрушивает и говорит Андрея, и я вижу, как она вот эту программу вот так трусит и выбрасывает, ну как бы вытрушиваем Мгм. сумочку, чтобы оттуда что-то лишнее выпало. Я ей передаю, чтобы она восстановила целостность ее родовых кодов, чтобы она приняла всех в свой род, все божественные души, которые имеют право быть, жить, быть любимыми, только их божественные души, а все программы негативные пусть отправляет в портал на утилизацию туда, откуда это все пришло. И пусть она восстановит связь с родовой памятью, с божественной родовой памятью, и передает по роду туда, откуда это пришло,
все эти программы угнетения, страхов, смерти, все туда, откуда пришло, и закрывает все порталы. И я вижу, она говорит, мои руки чисты, и вот эта связь с этими демоническими эгрегорами, вот это как накладки на руках черные, тоже уходит, и она, вижу, поднимается с этого портала вверх и тянет за собой вот эту энергию, эту звездочку маленькую в Да. этой дивертикуле, и эта звездочка возвращается в сердце и вот между бровей. Я ей передаю, чтобы она просканировала и вернула только себе свое. Пусть проверит на соответствие ее божественному ДНК, ее божественному целостному Мгм. коду. То есть, Вот появляется как цитрус какой-то, прям звучит, как лимончик. А почему это лимончик? почему это как лимончик? А эта программа была в ее будущем. Это, знаешь, как использовать, как лимон выбрасывают, использован, выжимают соки и выбрасывают. Вот. И я ей передаю, чтобы она эту перестала быть для паразитических эгрегориальных структур, для паразитов человеческих, просто лимоном, который можно использовать. Мгм. Она самодостаточная личность, пусть живет свое удовольствие и восстанавливает свой жизненный путь, свою миссию. И она опять вытаскивает из головы вот эту черную корону. Эта программа, я слышу, быть преданной, ну, предательство. И вытаскивает и через эту корону и такой стержень черный. Считывается это как магическое творение, магическое мышление. И Мгм. слышу Тор Творца. Сейчас я посмотрю. И начинается какое-то ее преображение. Она как будто бы разворачивается сама из себя. Знаешь, как этот растет? Мгм. Растение маленькое, оно само из себя вот так крутится, вот так вот прорастает, считывается, возвращается истинное я. И вижу, как выпал из сердца, между бровей этот камень. Ну, буквально он цокнул, этот М. кристалл. А, третий глаз типа? Да, и сердце то же самое, потому что, М. то есть это считывающая программа чужеродная. Вот эти люди, которые называют себя ясновидящими, которые смотрят в глаза и э, типа демонстрируют свои знания, на самом деле они ведомые этим духом пророческим, демоническим, который связывается с подсознательными негативными программами, с теневой частью человеческого сознания, но не с его божественной душой, потому что они не имеют доступа к божественной душе. Мгм. Вот. И я вижу, как она, как Так. это выходит просто, как тяжи такие с нее вытаскиваются. Я ей передаю, чтобы она это все отправляла туда, откуда оно пришло. Освобождала свой божественный род, восстановила коны своей целостности, гармонии, любви, процветания. И я вижу, Мгм. как это колесо, как карусель вокруг нее, оно исчезло, и ее дети стали находиться вот в ее пространстве, там, где они должны быть. Вот. Она по отношению к ним, они в родовом центре, с левой стороны, она по отношению к ним как руководитель, все правильно. Я ей передаю, чтобы она отключила своих детей. А ну по именам давай, по очереди всех Мгм. пройдемся. Ну, вот первый Эрик у нас Ну вот был. он и выходит, первый Эрик, Мгм. Потом Денис и Арина. а Арина светлая такая. А Эрика больше всего этих негативных подключек. И я передаю Ане, что это ее ребенок, чтобы она его очистила, всех своих детей, отключила от демонических энергий. Экс- Мгм. Вот.
А Эрик старший, да? Нет, кто старший? Денис? Денис старший. А, у Эрика еще я вижу, проявляется какая-то, считывается пирамида за плечами. А какие проблемы у Эрика? Ну-ка, я скажу, что Считывается, что он демонстрирует а, д- часто отца. ноет, плачет. Да, Четыре а, года ему. у него буквально я вижу голова, как будто бы капюшон одет, черный капюшон, и там, где м, позвоночник, там такая черная пирамида, которая связана с сектором интерферента. Мгм. Я спрашиваю у него, что это у него такое. Он за маму прячется, как бы, и говорит, я говорил маме не ходить к гадалкам. Он говорит, они меня проклинают. И я вижу, что он видит этих демонов, которые вот там вот разбушевались, и показывает на черное кольцо, которое есть у мамы, у Ани, Мгм. на пальце, ну, там, где обручальное кольцо. Мгм. Считывается быть ведомой мужчинами демонического толка. Давай посмотрим эту ситуацию, когда это кольцо появилось в ее пространство. Что это был за контракт? Это с Александром. Александра. Мгм. Она говорит, М. он меня предал. Он как будто бы лежит на диване и говорит: Ну что, я предал, ну", и показывает на эти все программы. То есть он четко выполнял эти все программы. То есть ее негативные программы с ее теневой части договорились с его теневой частью. Вот. Мгм. И я передаю ей, что он находится по отношению к ней в секторе магии. То есть он сыграл свою темную миссию. Да, передай мне, что она отменила эти все детские травмы и может отменить, привлекать к нее этого Александра, может Да. выбрать ее родственную душу, а все контракты с этим Александром расторгнуть, отдать ему все, что ему принадлежит, а Аня пусть забирает то, что ей принадлежит, ее энергии. Мгм. Я вижу, как она своими руками берет и как бы эту пирамиду, а, но она Мгм. почему-то не убирается. Мгм. М. Спроси у Ани, видит ли она эту пирамиду в пространстве ее и ее детей? Она видит. О, понятно. Короче, я вижу, что мне нужно сначала. М, Вот, помнишь, как было, что это оружие против телепата, да? Да. Телепат должен быть сам чистым, потому что вот мне идет в моей ситуации, ну, когда-то, когда мой старший сын был маленький, ему было 4 годика, он заболел очень сильно, и он спал, и я поехала ему лекарство купить, я его оставила. Вот. И когда я вернулась, ну, это 90-е годы были, и маршрутка задержалась, ее просто не было. И я 40 минут ждала ее, и пока я приехала, то он, бедный, там плакал, стоял в окне и плакал. И мне идет, что я должна сначала проработать этот момент, Мгм.
Вот, отпустить его как бы на свободу, позволить ему, ну, буквально идет как бы разблокировать его и таким образом разблокировать себя, потому что карму никто не отменял, и вся система демоническая устроена, вот этот мир наш устроен таким образом, чтобы всех затянуть, и чтобы никто не мог никому помочь. Вот, и кроме этого, она должна еще проработать вот более конкретно по деточкам, да, потому что дети перенимают как бы карму родителей, и у нее тоже здесь загвоздка пошла, то есть а, с этим мальчиком. Мгм. То есть Так. больше проработать аспектов. Мгм. Поэтому я чувствовала чувствую очень сильно на физике резонанс, и, и поэтому вот как в психологии говорится, что психолог непроработанный не может помочь человеку, и если что-то вот всплывает, то нужно Мгм. проработать для того, чтобы иметь, как говорится, на свободу с чистой совестью, да. Ну да, Вот, да. так что мы Имея продолжим эту работу. Мгм. Да. Давай очистим пространство, Виктория. Все эти Да, я проработанности очищаю. очищаем, поднимаемся с Анной вверх. Да, Янечке передаю, чтобы она очистила ее пространство здесь и сейчас. Пусть зайдет в тот момент, когда она уже свободна, когда она свободна своими детьми, когда она счастлива, как она сказала, что она счастлива, свободна, мудрая и сильная. Мгм. Сильная Так, духом, в первую очередь. Да, вот она зашла, говорит, я дома. хорошо. Мгм. Ну хорошо, тогда на этом мы остановимся. Спроси Анну, все ли мы сделали, что смогли на этом сеансе, так скажем. Она показывает вот так, говорит до половины. Мгм. Ну хорошо, мы с ней передай, что мы еще продолжим, что Мгм. мы должны подготовиться, и это мы закончим. Передай информацию, что ей нужно еще Да, проработать, так скажем. Мгм. Хорошо, тогда прощаемся с Анной до следующего раза. да, Мгм. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. соединяюсь. Мгм. Поднимайся максимально вверх. Мгм. Очищай твое личное пространство. Проверь его. Да, все чисто. Хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Отлично стартанули. Да. Отлично, не то слово. Ой, благодарю, Анечка, потому что вот всплыл такой, я иногда его вспоминаю, этот момент, и он оказался аналогичным с твоим, видишь? И да, это вот подтверждение, что мы должны Везде. все работать, и что мы все работаем сообща над одной целью освобождения. Это наша общая миссия освобождения, и мы друг друга вот так вытаскиваем. Мгм. Благодарю. Смотри, Всё равно много чего открылось. как бы ты оценила наш сеанс? 80% сделали. Мне кажется так. Ну, как оценить? Ну, как хочется, так и Хорошо. оценяешь. Да, это очень М, важно. ну, для меня, я оценку такую даю, что для меня очень здорово, потому что я знаю, над чем поработать. И я думала, это просто погадать, как я и говорила, но что они там творят, это ужас просто. Как они могут поменять там все, вселиться и карму сбросить. Это Но они не вселяются.
Ты Ну, сама не их вселяться, попросила но это и сделать. да, 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 я открыла им возможность это сделать, да, это правда. Да, ну только не знала, что действительно они будут у тебя там хозяйничать. Мгм. Да, да, так и есть. Поэтому они ответственны за ихнюю ложь и обман. Их к ногтю пусть Мгм. отвечается. Ну, а так я благодарна. Я знаю, с Эриком можно прописать пару аспектов тогда или как уточнить просто, что Смотри, что не хватает твоей осознанности и твоей воли. Мгм. Это аспект первый. Это твой этот муж. Почему ты его выбрала? Что там такое было? Ой, я так Да? жалела, что не выбрала это. Ну, жалеть Ну, нельзя. Но я же пожалела уже много раз, что я не ну, я не знала как. Взяла вот, влюбилась и взяла, и все. А если бы я знала, как выбирать вот так вот, как дочь можно научить, как на чё смотреть. Вот так вот. А я так не знаю. Мне уже вот он показывал пару факторов там. Но он много скрывал. Он все потом выходило с годами. Он много все свои долги прятал, все письма прятал. Вот такое вот все было. Много ну, смотри, обманов. это не важно, что он там делал. Да, Для нас самое важное это, наверное, был такой момент, когда ты чувствовала, что не нужно с ним связываться. ну да, конечно, был. Ну вот, Мгм. вот именно в этом моменте, когда ты это почувствовала, но ничего с этим не сделала. Вот там и был заключен этот контракт. Поэтому Мгм. сейчас ты можешь этот контракт расторгнуть. Нужно этот момент прописать. И, Да, конечно же, прописать аспекты с сыном. беременность это у меня было, уже беременная. Я уже пожалела, хотела уйти, но побоялась за то, что я уже беременная была. Потом с сыном. Я была в шоке, когда с Эриком забеременела, потому что у меня год всего прошел, как я родила Арину, и здесь с Эриком беременна еще от него, который я хотела уйти. Да, 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 да. Я уже беременна хотела от него уйти, и так это тянулось, тянулось, все, пока не родила Эрика, и потом 2 года ему было, я уже смогла уйти от Мгм. Александра. Вот, дотянула. Ну, конечно, я пожалела, не пожалела, но я была в шоке, забеременеть после года еще от этого мужчины, который я вообще уйти хочу. И я не знала, оставить или нет, но я потом решилась Эрика оставить. Ну вот, вот эта программа, видишь, в Мгм. которой она и проявилась. Да. Тебя мама не хотела, ну, сомневалась, оставить или нет. И это же Мгм. проявилось, усилилось еще тогда, и это отобразилось именно на Эрике. Да. Поэтому, пожалуйста, более детально по всем деточкам. Почему? Хорошо. И мы еще, мы работаем на результат. Хорошо. Хорошо? Мгм. Да. Скажи, пожалуйста, мы можем опубликовать это видео в научных М, целях? А потом без, я сделаю свое видео мгм. расследование, потом будет мое, а потом будет твое опять. Ну да, конечно, но без этих, как их, аспектов. Можно так? Ну, по желанию, как Без скажешь. аспектов можно, если, Виктория. Аспекты не надо, а потом продолжение просто. Ну, ты сама можешь там вырезать, как тебе удобно. Хорошо. Без аспектов. Ага. То есть, как с лицом? Можем твое прекрасное лицо оставить? Можете. Да. Спасибо. Без Спасибо аспектов не надо. большое.